Троица природы. Это не христианская Троица, это не даосская Троица, это именно гравитационная Троица природы. Все три центра объединяются в одно целое. Это значит, вы вступили в прямую связь с эволюцией Земли, с той жизнью, которая на ней происходит. Ну, начну с того, что если бы разума не было, он не смог бы проявиться. Вселенная разумна. Если этого разума нету, невозможно его проявить. Животные от нас отличаются тем, что они не могут размышлять или заниматься медитацией. Но они могут заниматься трансом, животным трансом. Когда они мобилизуются, они находятся в зоне транса, в момент охоты. Они собираются, происходит полная сборка. Вот. Их организация или связь между мозгом, телом и нервной системой видоизменяется на короткий промежуток времени. То же самое происходит у спортсмена. Он мобилизуется как спортсмен для того, чтобы или штангу поднять, или совершить прыжок, или еще какое-то спортивное действие. То есть происходит мобилизация. В момент такой мобилизации, что у спортсмена, что у животного, происходит одновременно. Он должен и успокоиться для того, чтобы собраться. Это, знаете, как это стрелять с ружья, чтобы выстрел был правильным, между ударами сердца и дыхание, чтобы остановилось. Между ударами сердца и дыхание, чтобы остановилось. Чтобы рука не дрожала, не дрогнула. Все должно произойти в момент, когда я остановлена. То есть это знает спортсмен. И это знает любой зверь, любое животное. Но есть одно но. Там долго пребывать никто не может. Если передержать, истощение, нервный срыв, всего будет трясти и так далее, и так далее. И это прекрасно знают спортсмены. Но обычный человек этого не знает. Таким образом, мобилизационная зона – это зона, когда я отрешается, собственно говоря, от собственного своего «я». Он весь заточен на какое-то действие. Он перестает размышлять, перестает что-либо видеть, кроме цели, кроме того объекта, на который нацелен. Как бы вот такая история. Что происходит в момент мобилизации? Кроме того, что если эволюционная мобилизация. То есть тот, кто теряет этот навык, он не охотник и не спортсмен. То есть приходит старение, угасание, умирание, и вид исчезает. А если человек это не воспитывает, эту территорию мобилизации не воспитывает, значит, он шаг за шагом становится как вид слабее. Как вид становится слабее. Вот. Мы это можем понять. У человека для этого есть разум, чтобы это понять. Что основа развития вида – это тренинг, мобилизационные сборки. Что происходит в этот момент? И вот здесь термин
Троица природы. Это не христианская троица, это не даосская троица, это именно троица природы, гравитационная троица природы. В этот момент мобилизации все занижают свой центр, гравитационный центр или центр массы. Происходит занижение его. То есть и спортсмен, и зверь укрепляются для того, чтобы сделать рывок, бросок. Посмотрите. То есть он приседает, чтобы мобилизоваться. Птица для того, чтобы взлететь. То есть должна быть некая толчковая сила. Чтобы эта толчковая сила была целенаправленная, внимание организуется с центром, гравитационным центром, собственным гравитационным центром массы. Да? Даже не знаю, как более у нас говорят центр массы, это не совсем верно. Это именно живой гравитационный центр человека. Таким образом, внимание и гравитационный центр объединяются в одно целое. И мы говорили, что дыхание в этот момент останавливается, а тот, кто стреляет из ружья, точно понимает, что выстрел должен произойти между ударами сердца. То есть сердце должно замедляться. Вот. А у животного сердце не замедляется в этот момент. Оно наоборот начинает нагнетаться. И как следствие, что у спортсменов, что у животных, приходит усталость, сердцебиение, адреналин и прочее, прочее. Да? А тут надо учиться контролировать зону покоя. То есть это духовное состояние. Покой – это духовное состояние. Покой нужен везде, сосредоточенность нужна везде. При любом действии ни один мастер не может обойтись без погружения. Будь то портной, будь то Будда, будь то пророк, будь то я. Без погружения невозможно. То есть должна произойти сосредоточенность. И если в этой сосредоточенности гравитационный живой центр отстранен, то вид не развивается. Он шаг за шагом слабеет. Итого, я показал один центр, без которого гравитационный центр, как внимание, если оно не работает вместе, человек или животное, или человек стареет, выпадает и слабеет и выпадает как развитие. Он природе не нужен. Он как вид природе не нужен. А природа, как в первом вопросе мы говорили, это почему-то бездушная. В ней как бы души нету. И получается, нас разделили, у нас есть духовная часть, а природную часть отделили. То есть у нас не появился специалист, который смог бы объединить две эти части в одно целое. И как следствие у нас не было мастеров, мы понятия не имеем, что это такое. Я пытаюсь эти две части объяснить, что если ваше внимание связано с гравитационным центром, который находится у вас в животе, тип вашего внимания становится гравитационным. Вам не надо впиваться, как животное, в землю. Но не чувствовать землю уже невозможно. Вы находитесь в другом пространстве, гравитационном. И тип дыхания, он другой. Он не такой, как момент сосредоточения у животных или стрелка. Но дыхание другое. Я могу на вас даже это продемонстрировать. Тип дыхания. Пока мы с вами общались, нравится вам это или нет, вы все равно погрузились. А теперь скажите мне, пожалуйста, вы дышите? Нет, оно какое-то другое дыхание. Другое. Вы практически не дышите. И чувствуете себя комфортно. Да. А я могу попросить вас вдохнуть полный грудную клетку, вдохнуть, просто вдохните все. Давайте, пытайтесь. Давайте. Сложно?
Или необычно, или что? Очень необычно и расширяется все. Чтобы вам вдохнуть, вам приходится использовать все тело, Да. начиная от стоп. То есть вы вдыхаете всем своим Да. телом, Да. да? От пяточки до макушки. Да, всеми своими пальчиками и так далее. И так далее. А теперь скажите мне, вы в покое? Да. Ну, посмотрите, силы прибавилось. Да. То есть без каких-либо тренировок все ваши мышцы пробуждены, все верно? Да. И внимание тоже. И внимание тоже, и при этом вы находитесь в покое. Да. Чем отличается сознательная видовая эволюция от обычного человека? Это трансгравитационный переход, или трансгравитационное внутри себя соединение. Все три центра, обозначенные 1, 2, 3, объединяются в одно целое. И если это объединение произошло, по этим принципам крутится наша Земля. По этим гравитационным принципам она живет. Это значит, вы вступили в прямую связь с эволюцией Земли, с той жизнью, которая на ней происходит. А она сама находится в пространстве вселенской эволюции. Таким образом, вы можете это принять, а можете нет. Вселенная сознательна. Она живет под одним и тем же принципом, по принципам Троицы природы. Вы прямой наследник Земли. Вы прямой наследник Земли. Если вы принимаете Троицу природы, вы ее наследуете. А если вы ее не понимаете и не принимаете, вы не наследуете Землю. Потому что как вид, вы сами себя подвели к уничтожению, самоуничтожению. Как только теряется связь, сборка, мобилизация, концентрация Троицы, все, вид слабеет, он исчезает. Или он стареет, заболевает, исчезает, как вид. Землю наследуют те, кто станет носителем природной Троицы.